Присаживайтесь сюда. Вот сюда вот сбоку. Добрый день. Сюда вот. Чтобы попасть. Так, ну мы гражданские журналисты. Вот пресс-карты. Со всеми общаемся, военнопленными, про их про жизнь общаемся. У вас, я слышал, у вас батей, да, уже прозвали? Да. То есть у вас уже даже этот самый есть позывной местный. Да. Понял. Расскажете нам, пообщайтесь с нами? Есть возможность позвонить домой, если что. Ну, Домой позвонить некому пока, телефоны не помню. Один телефон жены помню, но она может быть в больнице. Поэтому хотелось бы, конечно, поговорить с кем-нибудь. Мы по базе сейчас посмотрим. Так, Можно, в принципе, попробовать на мой номер позвонить, мой телефон дома. Может, сын возьмет. так они должны взять. Ну, Так, если это кто-то форма есть. ваша, да? Ваша, в которой вы были. Почти не пострадала. Немножко Ну, чуть-чуть, да. Самый малый. постирали. То есть мы не выпытываем каких-то там секретов государственных, которых вы к тому же и не знаете, скорее всего. А общаемся, для чего мы общаемся? Для того, чтобы там люди посмотрели в России тоже, такие как вы, ну, с вашего региона, по крайней мере, там ваши там знакомые, ну и подумали, им надо вот это вот все или может быть не надо. Вот в чем заключается смысл нашего общения и, в общем-то, его цель. А разговор добровольный. Если вы не хотите говорить, вы можете сказать, ребят, я не очень мне хочется разговаривать, тем более там попадать на запись, я пойду. Ну, как бы сильно разговаривать не хочется, если честно сказать. Да. Ну, смотря какие вопросы будут. Любой вопрос, который вы не хотите отвечать, вы можете сказать, я на него не хочу. На этот вопрос я не хочу отвечать. Хорошо, я понял. А так в целом, на те вопросы, которые вы можете ответить, правильно? Да. Не против. Хорошо. Скажите вашу фамилию, я сейчас смотрю по базе, может есть на вас заявка. Яковенко Николай Николаевич. А вы давно в плену? С 24 числа. 24 июня. Июня. А воевали сколько по времени? Когда вы зашли в Украину? 23 мая. Ну, грубо говоря, ну, с 23-го, да. С 23-го, меня 23 ночью взяли. Яковенко Николай. Николаевич. Дата рождения. 10 сентября 1976. Город рождения. Белгородская область. Населенный пункт. Город Белгород. Ваше звание, должность Старший прапорщик. и должность. Старшина роты. И какая-то воинская часть. 4-й отдельный полк РХБЗ. Номер есть? 86 862. Ага. 86 Да. 862. Это вы химик? Да. КБЗ? Да. Чего себе? У тебя познания какие? Радиохимические, бактериологические. Да? Нет. Вы голубей, что ли, выращивали? Нет, у нас спецобработка идет. Мы обрабатываем. Обрабатывали голубей? Нет, голубей не обрабатывали. А гусей? Тоже нет. У нас такое, мы от коронавируса спасали, ездили людей. Ага, ничего себе. Здания обрабатывали, такое. В Италию ездили? Нет, в прошлом году в Абхазии был. Давайте вы скажете номер телефона. Так он не помнит. Не, я Свой. свой А, помню. свой? Плюс, Да. плюс. Ну, по идее, дома, да? Но он дома, А да. я предлагаю На- даже по ходу разговора набирать, пробовать его много раз, да, и он будет звонить. Ну, если там он у И сына, то если сын возьмет кто-то трубку. услышит, сразу же и поговорим, в общем, с вашими. Да. Формальный вопрос. Даете ли вы добровольное согласие на запись этого интервью, на его публикацию? Включи свет, пожалуйста. Даете? Да, даю. Даете. Еще одно уточнение. Когда вы зашли в Украину? 25 мая. Нет, 23 мая. 23 мая. Мгм. Да. 25 И попали в июня. плен 23 в ночь 23 июня. 23.07. Получается ровно месяц, Ровно да? месяц, да. Так, ну вот расскажите нам про вот этот вот месяц, как вы попали в Украину и как попали потом в плен. Ну, в Украину я попал. Мы шли в сопровождение
ну, эшелон шел с техникой. Мы шли в сопровождении этого эшелона с Севастополя до станции, пограничная станция вот перед Донецком, как она там? Чуть посветлее. Ага. Да. Вот, доехали до этой станции, нас там сняли с сопровождения, мы сутки пробыли на вокзале, с вокзала нас отвезли в какой-то город, не помню название тоже сейчас, ну, рядом возле Таганрога где-то. Вот, мы там сутки прожили, там, как говорится, отдохнули, нас снова привезли на вокзал, там, где нас высаживали, это, не помню, как город называется-то. Ну, вообще интересует больше после пересечения границы уже, что происходило. Ну, Потому что там вас могли возить полгода, и как бы... Ну было да, 2 не, часа нас об этом вот рассказывать. сутки мы там переночевали, снова привезли нас на вокзал, мы на вокзале переночевали, и утром где-то часов 5-6 шел эшелон с людьми, сели в этот эшелон и поехали уже эшелоном дальше до Донецка. До Донецка мы приехали, на поезде мы высадились, там нас пересадили в автобусы, и автобусами везли до село Затишное такое было. Вот. В селе Затишном мы пробыли. Мы там точно попадаем в кадр? Да, Да. Может просто чуть его отставить побольше. Так, село Затышное, да? Да, село Затишное. Там в этом селе пробыли 3 недели, занимались там. Сельским хозяйством. Нет, мы жили в посадке, ночью, как днем тренировались там, нас подготавливали как пехоту. Вот, то есть была там такие тренировки, как посадка в БТР, высадка с БТРа, там, действуя группой, действовали группами как бы. Вы давно служите, я прошу прощения? С 94-го года. С 94-го года. Да. Звание еще раз? Старший прапорщик. Старший прапорщик. А вы знали, что вы едете в Украину? Вам доводили это или нет? Нам доводили, что мы едем на полигон Звездный на месяц. Где-то здесь, на Украине, около Донецка где-то. Вот. Нам сказали, что мы едем Сначала мы сопровождали как бы технику эшелоном. Вот. Потом сказали, что мы, дальше наше движение было продолжить до полигона Звездный на переобучение. То есть переподготовка, переобучение, вот такое вот. А вас обманули, что ли, получается? Мы не попали на полигон Звездный. Я понял, так обманули или нет? Или как? Получается, что где-то да. Понял. Потому что изначально команда наша должна была ехать на полигон Звездный на месяц. И что делать там? На полигоне Звездный? Вот уж, я не знаю, сказали, переподготовка какая-то. Вас это не смутило, что у вас переподготовка должна быть, вы служите с 94 года на территории Украины? Смутило. Смутило? Ну, Вы не конечно, задавались как. таким вопросом? Уже как бы было поздно задаваться этим вопросом. Уже приехали. Понял. А вот это вот по поводу батя и что это такая история, не совсем я ее понял, что вы вместо сына якобы поехали в Украину? Можно сказать так. Не то, что вместо сына, чтобы он не поехал, как бы это раз. Он молодой еще, как бы, и тем более у меня жена болеет, и он остался один, и 2 несовершеннолетних брата у него. И у него? Да. То есть у меня 3 сына. У вас 3 сыновей? Да. Вот он старший, и еще 2 есть младших. Они несовершеннолетние. Вот как он достиг призывного возраста уже, Он да, служит получается? тоже. Он служит. Да. И был какой-то такой выбор, вот он не поедет, а я поеду или как? Все равно кого-то бы отправили. Я понял. Рано или поздно, Логика. или быстрее бы его отправили, потому что он моложе, поэтому как бы... Логика не сильно, да, здесь такая присутствует, потому что если вы едете просто на какой-то полигон Звездный, на какую-то переподготовку, то какая разница, кто туда Он у меня, поедет, во-первых, тоже слабенький, болеет немного, поэтому получилось так, что, как вам объяснить, он у меня сейчас должен в ноябре увольняться уже, то есть, он там на год контракт заключал, должен увольняться. Он сейчас, у него должны дать ему отпуска все, которые там положены. И то есть, как бы уже все, с армии он уходит. Такой молодой уже уходит с армии? А он учится на юридическом
и хочет в полицию пойти дальше работать. Поэтому, У вас выбор такой, или иди в армию, ну, или... захотел полицию, а там видно будет, как говорится. Я понял. Да, и вот вы зашли, получается, туда, но не на полигон, куда вам обещали, что вы пойдете, а куда вы зашли? Село Затишное. Затишное. Да. Так, постояли там какое-то время. 3 недели там 3 были, да. недели. Позанимались тем, чем занимались. Когда начались боевые действия? Вот после 3 недель нас перевезли в село Евгеньевка. Мгм. Мы приехали в село Евгеньевка, нас сразу отправили, так, 5 человек до нас отправили в Шайтан-лес на посты стоять. То есть мы там в селе Евгеньевка пробыли буквально минут 20, наверное, и оттуда нас отправили вот, группами на посты. Там на постах мы простояли 3 суток в лесу. Оттуда нас забрали, снова поменяли. Мы приехали в Евгеньевку. И в Евгеньевке мы простояли 4 дня. Ну, там в доме жили. И на 5-й день уже нас отправили дальше. Ну, как бы потом уже сказали на Павловку. Вот нас высадили БТРом, нас довезли до села Егоровка, по-моему, или Петровская. Вот оттуда мы шли дальше пешком. Шли пешком, ну, мы прошли деревню, потом лесополоса такая была, зашли в другую лесополосу, и там уже нас накрыли минометами. Ну и дальше уже наша группа, там из числа где-то человек 15, рассредоточилась, как бы кто куда. Ну, были 300-е сразу, при нас уже были 300-е. Вот, потом мы двинулись немножко, ребята остались помогать 300-м там, доктор оставался с ними, и нас где-то человек 5 двинулось вперед. Потом также был выход техники, но я уже не видел этого, как бы я слышал, как командир роты дал команду рассредоточиться. Мы рассредоточились, там старый сад такой, заросший весь был. Вот мы 5 человек там рассредоточились, и ну, был обстрел пулеметный такой, ну, автоматно-пулеметный. И вот после того больше я никого не видел. А как вы попали в плен? Я пролежал 2 суток, прятавшись под деревом в саду в этом заросшем. Потом меня утром где-то 22 числа в 4 утра где-то меня ранило. Завис надо мной маленький дрончик, да. Потом буквально минут через 5 был такой, ну уже дрон другой, ну это Малик был походу, потому что я видел его, он прямо напротив меня был. И минут через 5, скорее всего, с дрона был сброшен ВОГ, от которого я получил ранение плечевое. И я собрался, ну понял, что мне уже оставаться там нельзя, потому что он уже раз... Так, и что Вот. вы сделали? Я собрался и ушел в сторону Старого Сада. Ну, по этому самому. Шел где-то 1,5-1,5 километра, дошел до пересечения с посадкой там одной. Увидел там, что ну, присутствие было там людей, как бы, ну, военных, и решил идти дальше. Это было уже часа 4-5 час утра. Ну, 5 где-то, 5, начало 6 было. Вот, я прошел еще пересек немножко поле, там была станция ЛЭП, спрятался под этой станцией ЛЭП, которая ну, с левой стороны мне угледар было видно все, и вот станция ЛЭП, которая ну, электропитание, я так понимаю, подавалось по ним. Вот, я спрятался под ней, просидел там, ну, пролежал, перебинтовался весь тоже там, вот, пролежал где-то до, может, часов до 12, до часу ночи, и встал, уже не пивший, не евший, как говорится, на 3-е сутки, воды хотелось пить вообще, вот, и собрался и пошел дальше. Шел в сторону, получается, ну, вдоль посадки, в сторону того места, где мы заходили. Вот, не дойдя туда, до того места, где мы зашли, метров за, может, ну, метров 200-300, может, максимум 200, ну, 200, наверное. Вот. Поступила команда «Стой, кто идет». Я остановился. Меня спросили, кто такой. Я сказал, свои. Спросили, с 810-й? Я говорю, да. Ну, тогда, говорит, ты пришел, снимай с себя, ну, ложи оружие, снимай бронежилет, иди медленно сюда, потому что ты под прицелом. Вот.
Я так подумал, что это, ну, как бы наши, там, не наши, какая разница. То есть все равно под прицелом там, ну, Ну, понятно. вот. Я подошел ближе, они говорят, ну все, ты типа пришел. Я говорю, ну, они говорят, что воды хочешь пить? Я разговаривать не мог, потому что ну, пересохший здесь был. Мне дали воды попить. Я попил раз, полбутылки выпил сразу, не хватило, они мне еще дали воды попить. Ну, потом начали говорить, что типа ты попал в плен. Ну, это- Подождите, а где в этом промежутке то, что вас побили? Меня побили? Ну, конечно, вас же берут в плен, вас должны были побить? Нет, меня не били. Вообще. Когда в плен брали, не били. Ну, дальше, в принципе, понятно, с вами начали говорить. Нацисты, наверное, да, вы сразу их определили. Ну почему? Если бы были нацисты, меня бы сразу бить начали. Не, это логично. А где же нацисты? Не знаю, не видел. А кто вас взял в плен? Там было так, раз, два, три или четыре человека было, я не видел, они мне сразу завязали глаза, я их лица не видел. На следующий день, уже утром за мной приехала, по-моему, нет, или пришли ребята пешком, скорее всего, ну, то есть там еще недалеко, ну, куда меня потом уже утром отвели дальше, то в плен меня брал, ну, позывной был «Богатырь». Да не позывной, он имеет в виду батальон. может, А, вы Айдар. знаете. Айдар. Айдар, Вот, да. так это ж, Айдар это, исходя Ну, из меня российской... еще и спросили утром, когда это самое, куда ты попал, знаешь? Я говорю, нет. Они говорят, ну вообще, понимаешь или нет? Ну, я назвал сначала Азов, потом Айдар. Они сказали, ну, в принципе, ты понял, куда попал. Исходя из российских средств массовой информации, у нас есть 2, ну или 3 самых страшных батальона, в котором сосредоточены все нацисты, против которых, судя по всему, Путин и объявил ту самую спецоперацию по денацификации. Это Азов, Айдар, ну и правый сектор еще у всех на Да. устах, правда. Сейчас почему-то мало говорят о нем. Вот. Вы попали в одно из этих подразделений. Что вы нам можете рассказать о нацизме в Айдаре? Ну, я не заметил никакого нацизма, я вам скажу так. Со мной обходились нормально, как бы не били, даже кормили. Я целый день пробыл 24 числа, получается, я целый день пробыл с ними в окопе. Нас обстреливали хорошо. Мы по минометным и авиаударами оказались хорошо. То есть они меня целый день и покушать давали, воды давали попить, и покурить давали, как бы. То есть плохого отношения я не заметил. Так как вы тогда объясняете себе, или может вы нам это объясните как россиянин, что же тогда имел в виду ваш президент, когда объявлял денацификацию? Ну, я на этот вопрос, скорее всего, не смогу ответить. Почему? Потому что, как бы, я не политик, я военный человек, как бы, не знаю. На этот вопрос трудно ответить будет. Вы, когда рассказывали историю о том, что вы попали под обстрел, Да, я так себе представил такую картину, это посадки, поля, да, и вот много вас людей, да, и вас посадка, обстреливают. да, да. Сколько вас было человек? Ну, группа нас, когда мы шли, только Ну, вот заходили, примерно. 15 человек где-то, 15-16 Ну, максимум. вы говорите, были 300. Сколько примерно 300? При мне уже было 3, Уже 3 было. да. 200 были? Как? При мне не было. При вас не Да. было? Ну, Я не видел, 200-х не было, потому что люди начали, вот, когда обстрел начался, мины начали ложиться как бы рядышком. Там, вот, были, ребята кричали, я 300, я 300, я 300, но 200-х не было. понятно, но 200 не кричат. Ну да. Предположим, что были и 200. Ну, в любом случае они были, может не из вашей группы, но в любом случае. Вы не политик, но вы живой человек, мыслящий. И вот погибли люди, да, которые шли там вместе с вами, в другой группе, просто они погибли. Как вы себе объясняете, как взрослый, здравомыслящий человек, за что погибли эти люди? Здесь тяжело ответить на этот вопрос. Я даже не скажу, как бы, за что они погибли. Ну, наверное, исполняли свой долг. Хорошо. В чем заключается их долг? Ну, и в
честно сказать, не могу ответить на этот вопрос. Можно ли заключить из ваших слов, что у вас люди идут к нам, умирают, но никто не знает за что? Ну, наверное, да. Потому что, например, я не политик. Я не знаю за что. Просто идут люди, просто гибнут, но я не политик. Откуда я знаю, за что они гибнут? Ну, как бы... Нет, вы понимаете, мы уже пообщались 300, наверное, где-то человек, таких как вы. И у меня, извините, создается впечатление, я вам прямо скажу, что это нация очень-очень глупых людей. Очень глупых людей. Но это я очень мягко говорю. Просто, вот со мной, вот человек рассказал, со мной шел товарищ, у меня на руках погиб, у него пена изо рта шла, я его пытался спасти, не смог, он умер. И я задаю опять этот вопрос, за что? Ну, если честно сказать, здесь тяжело ответить на вопрос, вот за что, как вы правильно вопрос задаете, но вот за что ответить на него тоже тяжело. Вы понимаете, если бы меня так интересовало интеллектуальное или моральное содержание вашей нации, это было бы одно, меня это никогда не интересовало. Проблема в том, что вы не только идете сюда, чтобы погибнуть неведомо за что, но и убиваете наших людей, опять-таки, по неведомой для вас же, собственно, причине. Ну, И вот ради этого мы делаем такие вот видео, в для того, чтобы люди задались в вопросом. этом-то и есть вопрос. Мы как бы точно и сами не понимаем, зачем это все происходит. Вот и я же говорю, что у меня создается впечатление, что это очень-очень глупая нация, которая не задается вопросом, зачем я иду убивать или зачем я иду умирать. Это как бы ключевой, это основной инстинкт самосохранения. Понимаете, есть такое понятие, как человек военно обязанный, да? Да. Ему есть приказ, и он его выполняет. А есть такое понятие, как преступный приказ? Есть. А вот зайти на чужую землю с непонятной причиной, это преступный приказ? Ну, с непонятным, да, как бы преступный приказ. Нет, если она вам понятна, расскажите. Мы Я с как-то, удовольствием в этом, послушаем. я, честно сказать, в этом не волоку. Чтобы вот раз... Понятно. Вот это мы же, самое. видите, вот мы ж просто, чтобы мы сейчас не съехали вот в эту вот тупиковую историю, где приказ есть приказ, и я шел, потому что есть приказ. Сколько вам полных лет? 45. 45. Видите, мы с вами Можно почти такой ровесники. вопрос задать? Вы в начале интервью сказали, что вы пошли, чтобы сын ваш не пошел. Да. А теперь вот давайте мы представим, что пошел ваш сын и его убили. Да, просто Вот потому мы- что многие другие Я сыновья вас понял, я вас идут, понимаю, и их да, тоже да. Как убивают. вы для себя ответите, за что погиб ваш сын, которого вы растили? Я бы не нашел себе ответа в этом. Вот честно сказать вам, я бы в этом ответа я не нашел бы. Зная сейчас всю ситуацию, которая как все сложилось, да, вот я бы вот, честно сказать, Давайте я- еще один ракурс возьмем. Вы никуда не шли, но вы все знали наперед. Пошли бы или нет? если бы знал наперед, не пошел бы. Но вы же военно обязанный человек. Просто россияне все время пытаются в этот тупик свести весь разговор. Я военно обязанный, у меня приказ. Я возвращаю обратно. Вы все знаете наперед. Ваш ответ не пошел бы. Так Не вы же пошел бы. военно обязанный человек. Ну, здесь как вам объяснить? Если бы поступил такой приказ, и если он есть, допустим, да, что, есть и два логика. У нас же, как потом уже все это начало проясняться, да, у нас идет военная операция. Но не военная, специальная военная операция. Что, оказывается, при ней еще можно написать даже здесь отказ и уехать отсюда, со стороны Украины, как бы. Многие писали. Писали, да. Но дальнейшие их действия тоже непонятно, где и куда их отвезли и что с ними происходит. Нет, мы же не берем тот случай, когда вы уже здесь. Мы записываем в основном для тех, кто стоит перед выбором, поехать или не поехать. И вот вы знаете, все наперед. Что бы вы сделали? Я бы не поехал. Еще раз доношу, каждый раз в каждом видео россияне пишут отказы, и максимум, чем им это угрожает, это увольнением со службы. То есть вот не больше и не меньше. Некоторых увольняют, некоторых оставляют дальше служить. По какому принципу мы не знаем. Это вот у нас тоже много ребят, которые написали отказы, уже здесь писали. Мы тоже собирались писать отказы, но просто у нас не было времени. Не то, что не было времени, а у нас не хватило того, вот именно, может, даже того же полдня, который мы тоже хотели написать все отказы там. Мы уехали уже дальше в продолжении, как говорится, нашего движения.
Вот, а были изначально, вот ребята два, утром у меня молодые ребята были, вечером ну, как бы там, где мы жили, заступили дежурство, все там ночное дежурство, ну, в доме, где жили, да, они подходят ко мне и говорят: батя, мы, говорит, напишем отказ. Я говорю: ваше право, молодцы, как бы, то есть выбор сделали сами. Вот утром они встали и с моего разрешения также пошли к замполиту, написали отказ. То есть не было какого-то осуждения этих людей в коллективе? Нет. Потому что уже, судя по этой ситуации, поначалу, когда еще только приехали, там были люди, которые там хотели отказаться только из-за того, что они содержатся в условиях там, ну, что не помыться туда, ну, такое, понимаете, да? Да, не хотели. А когда уже ситуация стала, видимо, ясной, вот, уже осуждения этим людям не было. Ну, то есть в коллективе не, скажем, не царит такой дух всеобщей победы какой-то наступательной, Нет. вот этой спецоперации всей. Мы, в общем, идем в атаку для того, чтобы там мы идти в Нет, атаку. сейчас нет такого. Это может быть, когда, знаете, человек еще не видел, не знает ничего, тогда он может быть еще такой активист, как говорится. Одно дело это на митингах кричать, совсем другое дело это пойти и попасть в вашу ситуацию. Это же как бы разные вещи. Вы сказали, вы жили в каком-то доме. Да. Это частный дом был? Да, это частный дом был. Как была процедура? Вы выбрали частный чужой дом? Что там? Нет, процедуры не было такой. Я же вам уже говорил, что изначально мы приехали, мы только в Евгеньку заехали, через 20 минут мы только с себя посбрасывали ненужное, нам сказали сбросить все ненужное, взять нужное, и нас сразу увезли в лес на посты. А что вы ели все это время? Сейчас, подожди, про дом же. Да. Вот, в лес на посты мы уехали, через 3 суток нас поменяли, мы приехали, где уже ребята жили в этом доме. А что это за дом? Это было там двор, во дворе 2 дома было. Ну, такие уже старенькие дома. Вот, Частные? Частный двор, и там во дворе было 2 дома. Вот, ну, где ребята уже основались, как бы, пока мы... Там имущество людей было, которые жили? Ну, там, да, было... Это были жилые дома, которые люди оттуда уехали? Ну, там, скажем так, по всему видимому, жили дедушка с бабушкой, которых уже, скорее всего, в живых нет, ну, как они умерли своей смертью, я имею в виду. Вот, приходила хозяйка, вот, когда мы уже приехали, приходила хозяйка, женщина. То есть она как бы, ну, посмотрела, что у нас там, ну, как бы хаоса нету, порядок там. Вещей так, какого не было, кроватей тоже, в принципе, не было такого. Вы сняли дом, по сути, да? Ну, я не знаю, мы приехали, получается. Как у вас ощущения как военный, тем более вы старшина, вы занимаетесь обеспечением личного состава там, вещами, там, всеми вот этими приколами. Да. Вы должны были жить в вашей какой-то палатке, либо в полевом лагере, а вы, по сути, пошли, забрали чужое Заняли частный дом, то есть как угодно можно это обосновать. Как это вот с армией связано? Ну, как-то трудно на этот вопрос ответить. Мы должны, да, у нас должен быть свой полевой лагерь какой-то или что-то. Вот. Поэтому как-то... Вы поступили, по сути, как оккупанты. Вы пришли, забрали чужое имущество. Стоп. Мы не... Они поступили как оккупанты в тот момент, когда их ботинок перешагнул нашу землю. А здесь уже не просто как оккупанты, здесь уже к слову оккупанты нужно добавлять. То есть, наверное, оккупанты ведут себя по-разному. Одни более порядочно, другие менее порядочно. Одни насилуют людей, другие грабят, третьи мародерят, 4 просто занимают частные дома и считают, что это как бы в порядке вещей-то. Ну, это не в порядке вещей, конечно, я с вами согласен здесь. Не в порядке вещей. Но как бы мы никого не выселили с этого дома, ничего там не взяли. Как бы я понял. лишнего. Эти все вещи, конечно, мы охотно верим в них, да, просто. Ну, я не верю. Но находим российских солдат с золотом и долларами в карманах. Ну, Вот в семье не без урода. Да, А вы не пробовали задать этот вопрос командирам? Почему мы должны жить в чужих квартирах, в чужих... У меня времени не было задавать его. Я вам говорю, я приехал, мы приехали, через 20 минут меня этим же БТРом увезли в лес. Ели вы что? Ели. Так, у нас были ИРП с собой, очень нам, ну, как привозили ИРП. Ну, ИРП это индивидуальное рацион питания для военнослужащих. То есть вот в основном их ели. Хорошо, а погреба, закрутки и все такое прочее? У нас там был подвал, но он был пустой. Понял. Он пустой был, там не было Я ничего хочу вообще. вернуться к слову долг. Вы все-таки сказали про долг. Вот. Он выполнял свой долг. Я так понимаю, это какая область? Запорожская? Где вы были? Какой населенный пункт?
Затишно, нет, не Затишно, Евгеньевка. Затышно, Евгеньевка. Евгеньевка. Ну, это рядом. Даже не важно, это Украина, территория Украины. Ну да, да. Донецкая область. Да. Какой может быть долг у вот россиянина, российского солдата на территории Украины? Опять-таки хочется понимать. Да я и сам не понимаю. Понял. На этом, поскольку дозвониться мы не можем, Да, А можете я на другой слышу. номер позвонить? давайте. Плюс 7978. Как в части у вас настрой был ехать повоевать? Я стоял в наряде. В 3 часа дня мне довели, что меня прикомандировали к 810-й бригаде. Я сдал оружие и уехал в 810-ю. В 18:00 приехал и уже определили, какая рота, какой батальон. И на следующий день, грубо, мы уехали уже эшелоном. Настрой как-то был так. Вообще какие-то же разговоры, наверное, между вами там велись. Я не успел об этом поговорить. Я вам... Не, хорошо, по-другому. Это был уже май месяц. Много из вашей части уехало на войну? На войну мало уехало, в основном на усиление. Там у нас в воинских частях поставил, ну как бы по людей, ну у нас не так много в полку, но как бы больше на усиление воинских частей разъехалось. Вот, ну как бы у нас есть понятие такое усиление, это значит группа усиления, в нее там входит в состав людей, там допустим 10-12 человек вот, в каждую. И вот усиляем там воинские части, которые там арсеналы, там такой вот. Большинство вот в этом. Ну и стрелковые батальоны были, которые и на усиление там ехали границы вот Армянска туда, в сторону Херсона. Так как бы военных, чтобы именно воевали, таких как бы... Да что вы могли бы передать или обратиться? Вообще, вы можете обратиться в первую очередь к своим, потому что эти видео россияне смотрят, активно мониторят, вот, ищут своих родственников, поэтому вы можете обратиться к ним, сказать, что с вами, как с вами, там, обращаются и так далее. Ну и что вы можете передать российским своим согражданам, вот, которых тоже вот, хотят отправить в Украину. Стоит им ехать сюда или не стоит? Если вы не хотите прям речь толкать? Нет, не стоит ехать. Не стоит. Не стоит. Ну, вы без ранений или вам оказали медицинскую помощь? Да, у меня ранение вот, плечевое, вот, мне оказали медицинскую помощь. Спасибо очень так. Меня первый день, когда только в плен взяли, привезли, мне сразу сделали, очистили все, уколы поделали. Ну, то есть, честно, вот, медицинское обслуживание очень хорошее. Хорошо. Если мы откинем всю чепуху про вот эти вот денацификации и так далее и тому подобное, что мы-то с вами прекрасно понимаем, что это полная ерунда, да, то есть там какие-то ультраправые, там в Украине и в России есть, короче, можно и у вас там их поискать, если сильно захотеть, да, их почему-то ваши ищут у нас, но если все вот это откинуть, вы понимаете, что цель России и цель, в частности, Путина, это захват Украины, захват территории Украины? Как бы, вот, понимаете, ту информацию, которую мы смотрели, да, и та информация, которую здесь ты видишь, вот, она совершенно не совпадает с тем. Давайте попробуем исходить из объективной информации. По Объективная информация, то, что видели вы своими глазами. Вот как вам сказать, вот смотрите, вы говорите, как вы считаете захват? Как я могу считать захват, когда я с 20 мая, грубо говоря, средств информации никаких не знаю и не вижу? Так это не средства массовой информации, это не объективная информация. Вы не знаете, сколько там заказухи, сколько там пропаганды. А ваш ботинок вступил на украинскую землю? Так точно. Вступил. Да. Это объективная информация? Объективная, да. Объективная информация. Цели вы понять не можете. Цели до сих пор понять не могу. Таких ботинков, как вы, очень много. 150, минимум 150 тысяч пошло в первой только волне. Почти дошли до Киева. Почти дошли до Киева. Скажите, пожалуйста, исходя из этой объективной информации, этих объективных данных, на что похоже? Похоже на захват. На попытку захвата. Да, попытка захвата. Понятно, что если бы у них получилось, они уже с орденами бы все там по Хрещатику сейчас ходили. И, Цветы. Да, марши играли бы. И все. Согласен. Сюда даже ОМОН гнали.
те вообще с такими вот глазами смотрят, там большая часть погибла, но те, с кем мы успели пообщаться, говорят, я вообще ничего не понимаю. Мы не должны вообще выезжать за территорию страны. Так Да. мало того, что их сюда погнали, у них еще и щиты с дубинками в машинах ехали. То есть у вас ваш сумасшедший фюрер, назову его так, потому что я думаю, вы особых отличий не назовете сейчас. Да? У них даже речи сходятся. Речь Гитлера перед вторжением в Польшу и речь Путина, они совпадают на 80%. По сути, все посылы, все подачи. У меня есть этот ролик, предлагаю всем посмотреть, дам переход. Пожалуйста, ребята хорошо поработали, сделали хороший средств информации. Так вот, никакой другой цели, кроме как захват территории, здесь Получается, не да, может потому быть. что... Они уже и порядки, то есть, хотели наводить дубинками и щитами. Не просто захватить быстро там за 3-4 дня, но уже и порядки. Свои А потом вот порядки этот самый да. парад на Хрещатике. Ну, им снилось это. Они себе так Понятно, себе да. Так вот я пытаюсь понять. Ну, вы мне не ответите на этот вопрос, гарантия. Но все-таки простому российскому мужику это зачем? Не знаю. В Вот России есть проблемы свои, скажите? свои какие проблемы? В России российские проблемы вот внутренние Конечно, как у есть. государства. Конечно, есть. Их нужно решать? Нужно. Нужно решать. Как вы думаете, населению России рациональнее идти в Украину, захватывать Украину, или все-таки попытаться решать свои проблемы? Решать свои проблемы, конечно, надо. Наводить порядок во всех планах. Ну, они ж все, у меня все. Нет, не все. Да, мы... Во-первых, я пробую дозвониться. Да. Там разговаривать мы по еще телефону. добились... Мы Ну, еще это жены, добились, номер телефона моей жены сейчас, который вы набираете. Да, мы еще добились вот такой вот истории, что это документы, которые вы можете подписать, и мы вас вывезем на вокзал, дадим вам деньги на билет, поедете домой. Одно единственное условие, выезжаете вы в российской форме, в форме российского солдата, вот, с шевронами, со всеми делами, и подписываете, что никто ответственность не несет за то, что с вами случится. Пойдете на такой шаг? Нет. Почему? Ну, что? Один поезд, и вы где-то под Белоруссию или где-то там Нет, не хочу. под оккупированными территориями или под Россией даже. Нет. Не буду я подписывать это. Знаете, в чем смысл вопроса? Почему? Ну вы же думаете, что вы освобождать тут кого-то от чего-то пришли. Да никого мы не будем освобождать и не освобождали. И не Мы освобождать. так не думали даже, что мы кого-то будем освобождать. А в России думают. Ну, это что в России надо вот думают, кого-то видите, это освобождать. они так за нас подумали, а мы думаем по-другому. А вот у нас вопрос. Почему, если вы пришли кого-то освобождать, ни один российский военный не готов выйти в своей форме просто к вокзалу в любой украинский город? Просто потому, что от военных вам ничего не угрожает. Они вас обратно возьмут, запакуют и привезут в плен, сдадут. То же самое полиция. А вот гражданские могут, извините, по частям разобрать. Им есть за что это делать. У людей родственники погибли. Ракеты в города в украинские летят до сих пор. Да. Просто летят. Просто недавно прилетело в торговый центр. Просто в торговый. Люди вышли за покупками или на Нам работу. рассказывали, показывали видео. Просто. Ну, там не маш, там со всех камер, со всех ракурсов есть. Там россияне пытались рассказать, что там никого не было. Чеки есть, где люди за секунду до этого рассчитывались. Видео, камер, полностью все есть. Российская пропаганда говорит, это фейк. Или может быть это мы снова сами себя. Да. Непонятно. Но я вам говорю, я не хочу углубляться, я просто говорю, что гражданские растащат на запчасти просто. Вы не воюете с какими-то нацистами. И никогда с ними не воевали их, потому что их здесь по сути никогда и не было. Потому Да, что мы это нацизм увидели. это когда одна нация ставит себя выше других. Вот это то, что сделала Россия и позволила себе таким образом вторгнуться. Аргументируя это денацификацией, демилитаризацией, хрен знает чего, блин, понимаете? Да. Защитой русского языка, это тоже признаки нацизма. Там, высшая раса, высшая культура, высший язык, вот мы идем там защищать. Нацизм, он не в татуировках, потому что на ваших солдатах их достаточно, и на наших они есть. Ну, это есть. Но это так, это личные какие-то там убеждения, взгляды человека. Это не государственный нацизм. Потому что нет таких нацистов и никогда не будет, которые не вторгаются, а защищаются. Понимаете? Ну, представьте, как у вас все перевернули в этой пропаганде. Мы в Украине защищаемся, Да.
А они говорят, мы нацисты, мы идем кого-то от кого-то защищать. Хотя тут весь народ Украины объединен против вашего вторжения. И как вы сами говорите, вы никого не защищали. Вот и все. Все, Дим. Ну, мы же можем просто сидеть. О, видишь, получилось. Это кто? Это жена ваша? Да. Добрый день. Добрый. Я журналист из Украины, меня зовут Владимир. Ваш муж у нас в плену, вы знаете об этом? Как это? Ну как, вот так вот, в плену у нас находится. О, Господи, а как вас зовут? Меня Владимир. Фамилия моя Золкин, я журналист из Украины. О, Боже мой. А вы думали, он где? Сколько он времени там находится? Не, ну а вы думали, он где? Ну, честно говоря, я не знала, что он там. Мы просто с ним не живем. А, вы не общаетесь. Смотрите, вы хотите с ним поговорить? Конечно, хочу. Да, но этот разговор происходит под запись и для публикации. Это будет в качестве интервью. Я вас должен предупредить об этом. Вы услышали? Господи. Да, я услышала. Услышали. Я передаю трубку. Вот там разберетесь. Да. Привет. Привет. Ну что ты сразу его не включил? Что-что? Что там, как Видео дела? можете включить, посмотреть на него. Видео работает у тебя? Блин, работает. Ну, включи. Чаю. Вот, как дела? Ой, блин. Да не важно. Ты Калюне передай, что я в плену, все нормально. Хорошо? Все, спасибо. Что это запись? А она прервалась. Она Да. не прервалась, эта связь просто пропала на секунду. Да. Что там дети? Давно ты там? Да какая разница, дети как там, нормально все? С детьми все в порядке, да. Калюня сегодня повез его на море, где-то уехали, где-то в зоопарк и на пляж. Угу. Хорошо, У детей тоже все в порядке. хорошо. Ну, передавай им привет. Скажи, что со мной все хорошо. Хорошо. Все, давай, пока. Привет малым передай. Хорошо. Пока, хорошо. А можно вам вопрос задать? Ты иди туда, Дим. Тебя не слышно и не видно. Так, ну, Ты для себя хочешь поговорить? Как вы относитесь к спецоперации? Ой, на эти вопросы я не могу отвечать. Ну, почему? Не знаю. Ну, потому что. Ну, что по телевизору говорят? Ну, смотрите, есть в плену человек, и вы не знаете ответа на вопросы. Что вам по телевизору вообще Ну, говорят про Да я спецоперацию? его не смотрю. Новостями, политикой не интересуетесь? Не хочу, и даже и слушать не хочу. У вас поменялось что-то в жизни с начала военной операции? Как я могу сказать это? Поменялось много чего. Например. Ой, ну, неважно, это не дело не касается. Дим, Да не, ну, значит, не касается, не касается. Так она не знает ничего. Она- Да. Разведи человека. Ну, что? Она не очень здоровый человек, Поинтересуйтесь, поэтому- пожалуйста, что происходит. Да, если вам интересно. Узнайте, сколько ваших там знакомых, возможно, погибло. Уже больше там под 40 тысяч солдат вашей супер страны. 120 тысяч раненых. У нас убивают людей. Детей у нас города равняют. Может, вы там позанимаетесь какой-то политикой или новостями? Она болеет, она я не в понял. состоянии. Ну, мы тоже все болеем. Если Не, она вдруг больная, так случится, реально если больная. вдруг так случится, что в Россию это когда-то полетит, то, что у нас сейчас летит, то вы уж там Это да. не обессудьте, как говорится. Все, Дим, давай, прекращай. У меня Все, вопрос всего больше. доброго, до свидания. Я слышал изначально, что человек не будет отвечать на эти вопросы. А чем она болеет? Не, ну, как бы вы... Психические расстройства, она постоянно практически в больнице лежит. М. Поэтому я даже не думал, что мы до нее дозвонимся. Ну, я звонил час, пока мы общались, пока вы общались
Ну, вы донесли, что вы хотели, да? Да. По крайней мере, Да. я вас знаю. Тут смысл в том, что вас должны в список пленных хотя бы занести. Потому что, ну, я так, россияне, они же пишут, что вы или погибли, или без вести пропали, им же наплевать. Вот, ну, в основном без вести пропавшие. А знаете почему? Почему россиянам плевать на людей на своих? Скажите, пожалуйста. Не знаю. Не знаю. А где она живет, в каком городе? В Севастополе. В Севастополе? Да. Сейчас мы звонили в Севастополь. Да. И она не знает, что происходит? Я же вам говорю, она больная. Слушай, ну, сказали. Если она аж телевизор не смотрит, она ничего. И это телефон, и то это редко, что он у нее оказался рядом. Ну, понятно. Всё? Как бы, ну, да, все. Все, можно снимать. Да. Очень приятно было с вами побеседовать. Даже некоторые... Лучше бы мы с вами не знакомились. Да, лучше лучше бы... бы- Лучше в другой остановке познакомились. Лучше бы это было в каких-то других Да, обстоятельствах. да, согласен. Нам было бы приятно, если бы вы нам объяснили, зачем это все происходит, может быть. Может, у россиян секрет какой-то есть, знаете? Есть люди, а мы не которые- знаем. есть люди, просто понимаете, я человек, привыкший работать руками, а не головой, поэтому физически руками я могу что угодно сделать. А политика я также не разбираюсь в этом, как и все остальные люди в этом. Я не знаю, что вам сказать по этому поводу. Спасибо. Все, спасибо вам. Да.